Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о таких вещах, как насос для газового котла. Вот у меня есть тут 3 вида таких вот, бывает их. Ну, возможно, их еще больше, но вот такие я встречал. То есть вот с такими имел дело. То есть это у нас обычный, как от Мастер Газ от Сеула насосик. Тут мы уже даже на предыдущих видео разбирали вот такой с китурами насос, устройство, гидроузел сам разбирали, смотрели. Вот так, у нас тут, можно сказать, ничего такого сложного дальше нет. То есть разбираются 2 крышки, как вот, и меняются подшипники, если вдруг какой-то надо будет там из них поменять. А если вдруг что-то начнет шуметь, это аналогично. Также болтики разбираются у нас. Гидроузел я уже показывал вот на этом. А этот почти такой же. А сегодня я хочу рассказать о вот таком насосе. То есть у нас такие насосы стоят. Вот на предыдущих видео у нас был котел Метеор, Электролюкс у нас такой вот насос. Сейчас я покажу, как вот, что с ним может быть не так. На Навиенах у нас тоже наподобие такие же снимаются, там маленькая конфигурация другая. Но устройство такое же. Не как вот эти, а как вот этот. То есть как мы его можем разобрать. И что может там, могут там посвисты какие-то происходить. Вот сейчас мы вместе с вами его разберем и посмотрим, как его разобрать. Так, разбирается у нас. Либо вот сюда вот поддеть можно. Мне вот так удобнее его вот сюда маленькую втулочку наставить и весь узел потихоньку постучать молоточком, он весь вылезет. Разбираем. Так, вот, разъединил половинки. Вот у нас даже, если прислушаться, у нас вот этот вот скрип. То есть его, скорее всего, надо просто ревизию сделать ему. Так, в общем, вот, крутил этот болтик. Там мы видим какой-то керамический подшипник наш. Дальше разъединяем. Вот я уже сейчас разъединил отверткой вот эту прорезь. И поразбираем ее. Она у нас вот сейчас поддается. Так, вот все разъединили. Что мы там видим? У нас стоит втулочка керамическая. Это у нас штырек керамический. То есть там у нас должна бежать вода. То есть вот у нас есть отверстие такое, оно вот совмещено вот с этим. То есть у нас насос, получается, охлаждается и смазывается водой. Вот в этой колбе у нас вода получается. И у нас вот эти вот все, вот этот проход должен быть чистым. Вот эта шайба у нас, вот она тоже разбрасывает, получается, по вон тому подшипничку. Но это не подшипник, больше как шайба такая. Воду. То есть также вот и спереди. Спереди у нас вот они маленькие, есть такие отверстия специальные, чтобы вода попадала. Тут у нас 2. И получается как типа брызговика, что ли, чтобы попадала точно и на подшипник, когда будет вода крутиться. Ой, вода будет подаваться, чтобы она у нас попадала строго на нашу втулочку. Там такая же втулочка, тоже керамическая. Сажен он на горячую. Вот этот вот, вся наша пропеллер, вот этот вот крыльчатка. Так, что я предлагаю? Думаю, можно это все отпустить в нашу опять проверенную лимонную кислоту, чтобы у нас это все, вся вот эта вот, я тут маленько уже потер, а тут у нас все было вот в этой вот, как это называется, накипи. То есть сейчас я это сделаю. Разводим нашу кислоту и маленько сполоснем. Не сполоснем, а покипятим. Ну вот, налил воды, лимонку развел, и вот маленько до кипячения довел. Ну, тут не надо прямо так, как теплообменники, кипятить. Хоть так, что-то сверху маленько накипи там немного было.
И все. Промываем водой и собираем все обратно. Так, ну вот, все промыл. Сами уже видите, да, что у нас там все прямо блестит. Вся накипь у нас вся отошла. То есть вот у нас пробочка тоже все. Вал наш якорь. Там внутри обмотка. Она у нас вся тоже герметична. Все, вон все блестит. Так что вся у нас накипь разъела. У нас водичка должна везде теперь хорошо попадать и смазывать наш вал. Вот этот вот, сквозь вот эту дырочку. Вон маленько даже окисление произошло. Ну ничего, крыльчатка крепко сидит. Все, так, втулочка. Все правильно на место поставить. Так, ну вроде бы, ну по вот этой части, электрическая часть у нас тут стоит конденсатор. Так, давайте я вот это сейчас все соберу, потом покажу. Так, вот открутил болт, снимаем крышечку. Под крышкой у нас стоят контакты, конденсатор. Как мы можем это проверить? Ну, естественно, приборчиком, то есть даже самым простым. Я вот этим проверяю. То есть ставим на сопротивление и на щупах ставим сейчас шипы. Сейчас я поставлю щупы и покажу. Так вот, подцепляем. Все, сопротивление у нас есть, катушка у нас исправна. На корпус у нас никаких нету. В общем, ну, в общем так. Так, как проверить конденсатор? Ну, там прибором нужно проверять. Я проверяю так. Если у меня двигатель, вот здесь вот под пробочкой болтик есть, отверточкой, крутнешь его. Если он запускается, значит виноват конденсатор. Конденсатор у нас существует только на запуск. То есть вот так вот проверяется и ремонтируется этот двигатель. То есть, конечно, вот эту вот процедуру по чистке вот этого узла лучше делать чаще, у кого стоят железные трубы. Особенно если фильтров нету, там, ну, сами понимаете, вот эти вот маленькие отверстия, это все быстро-быстро забивается кусками ржавчины. И выходит все это из строя. Наши вот эти подшипнички, они перестают смазываться водой и закусывает весь вал. А если у нас начинает закусывать вал, у нас выходит из строя обмотка. Так, ну в других видео мы, кому интересно будет, можем поговорить о вот этом двигателе. У кого останутся вопросы, пишите в комментариях. То есть все, на этом видео я заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайк. Всем пока.